Добро пожаловать в Тайлук. Давайте создадим наш первый проект и воспользуемся библиотекой Тайлук, чтобы добавить нужные товары в наш проект. После входа в программу нажимаем «Открыть новый проект» и переходим к первому шагу мастера создания проектов. Заполняем необходимую информацию, название проекта, это обязательное поле, имя или название заказчика, дата и краткое описание заполняется по желанию. Нажимаем «Далее» и переходим к следующему шагу «Объекты», где мы сможем добавить мебель, аксессуары и другие 3D-объекты в наш проект. Пропустим сейчас этот шаг и нажмем «Далее». На следующем шаге «Плитка» нам предлагается загрузить плитку или аналогичные покрытия для отделки стен и пола. Нажимаем на кнопку «Добавить плитку». Выбираем «Загрузить из Тайлук». Мы получаем доступ ко всей библиотеке плитки Тайлук, в которой доступны тысячи оригинальных продуктов от известных брендов и производителей плитки. Также возможно загрузить в проект плитку из вкладок «Моя плитка» и «Мое избранное». Если вы хотите уточнить, какие бренды уже присутствуют в библиотеке Тайлук, зайдите на сайт tailuk.com и откройте страницу «Бренды». Здесь вы сможете просмотреть весь список брендов и производителей, которые уже представили свои товары и продукты на Тайлук. Если вы хотите загрузить новую плитку, то рекомендую вам посмотреть предыдущий урок, это видеоурок номер 4, в котором мы рассказывали об этой возможности. А сейчас мы вернемся на вкладку «Вся плитка» и посмотрим, какие возможности поиска нам предлагает программа. Мы можем организовать поиск по текстовому запросу, если знаем, какую плитку хотим найти. Поиск по названию плитки, по артикулу, бренду или названию коллекции. Известные нам данные необходимо ввести в это поле для поиска. А мы также можем использовать фильтр для поиска по производителям или брендам, выбирая их из выпадающего списка. Или набирая первые буквы названия бренда в строке для быстрого поиска. После выбора производителя или бренда нам станет доступен список его коллекций. Поиск и выбор конкретной коллекции такой же, как и для бренда. А ниже расположены дополнительные инструменты для поиска по формату, цвету, типу и материалу плитки. К примеру, мы можем отфильтровать по формату плитки, указав необходимую нам ширину и высоту. Можно также фильтровать по цвету, типу и материалу плитки. Обратите внимание, что все параметры поиска будут использоваться одновременно. Например, если вы фильтруете по цвету, предварительно выбрав производителя, то оба фильтра будут работать совместно. И вы получите выборку по цвету только для данного бренда с учетом выбранной коллекции. Пожалуйста, будьте внимательны и применяйте только те фильтры, которые вам нужны. Давайте посмотрим на результаты поиска. При наведении курсора на плитку мы видим кнопку «Загрузить», которая позволяет добавить эту плитку в наш проект. Также мы видим иконку с сердечком. Ее нужно активировать, чтобы плитку сохранить в папке «Мое избранное». Это своего рода список любимых товаров, ваших предпочтений, к которым вы получаете быстрый доступ при работе с программой. Он хранится у вас, и в следующий раз, когда вам понадобится эта плитка, вам достаточно будет нажать на вкладку «Мое избранное» и загрузить ее. Прежде чем двигаться дальше, давайте сделаем шаг назад. Вернемся к объектам и посмотрим, как это работает с 3D-объектами. Нажимаем «Добавить 3D-модель». Затем «Загрузить из Тайлук». И видим очень похожую страницу, как для плитки, с небольшой лишь разницей по фильтрам. Напомню, что 3D-объектами или трехмерными объектами мы называем мебель, сантехнику, светильники, одним словом, любые предметы, которые имеют объем, в отличие от плитки, которая описывается двухмерным представлением с текстурой, то есть изображением плитки. Вернемся к странице. Видим похожие вкладки, как и в случае с плиткой. Это мои объекты, мое избранное и все объекты. Также существует возможность импорта новых объектов. Более подробно об этом можно узнать в тематическом видео по ссылке внизу. У нас есть поиск по брендам, категориям и подкатегориям, а также фильтр по размерам объектов.
Так же, как и с плиткой, мы можем искать объекты по артикулу, бренду коллекции или названию объекта. Как я упоминал ранее, можно искать по категориям товара. К примеру, выберем диваны и кресла, а затем уточним подкатегорию, к примеру, только кресла. Как видите, ничего сложного. Решите, какие объекты вам нужны, в какой категории они могут находиться, и сделайте свой поиск. Далее выбираете и скачиваете необходимые предметы, как и в случае с плиткой. Забегая вперед, хочу сказать, что есть и дополнительные возможности поиска и наполнения вашей библиотеки объектами из других источников. Мы это увидим, когда перейдем в меню «Расположить объекты». Через опцию «Добавить модель» можно скачивать 3D-модели не только из библиотеки и других проектов на Taillook, но и загружать модели из 3D Warehouse от Trimble SketchUp. Это огромное хранилище, где вы найдете миллионы 3D-моделей, которые доступны и бесплатны для скачивания. Вы сможете их загрузить прямо из программы Taillook Design Tool и использовать в ваших проектах. Перейдем к следующему шагу создания проекта – форма комнаты. И выберем из предполагаемых шаблонов наиболее подходящий для вашего плана. Этот план мы сможем позже отредактировать, уточнить высоту помещения, а сейчас поставим 270 сантиметров. Делаем следующий шаг и нажимаем кнопку «Далее». На этом шаге мы предварительно вставляем окна, двери или открытые проемы в наш проект. Для этого нужно нажать на красную точку на стене, где мы хотим расположить проем. Выбираем тип проема – окно, дверь или открытый проем. Устанавливаем необходимые параметры, такие как ширина, высота и другие. Для примера давайте добавим окно на этой стене. Не переживайте, если вам потом нужно будет что-то изменить. Вы сможете его потом переместить, добавить новые окна или новые двери на другие стены. При необходимости изменить даже размеры. Сейчас это только начальный план, поэтому мы нажимаем на кнопку «Готово», чтобы завершить работу с мастером создания нового проекта и сохранить проект. Идет процесс. Это сохраняется резервная копия проекта в вашем облачном аккаунте, где у вас есть место для хранения проектов. Это очень удобно. Вы можете установить Taillook Design Tool на любой компьютер, чтобы потом войти с него в систему, найти свои проекты и открыть их из облачного хранилища и продолжить работу. Таким образом, мы видим, что создан не только план комнаты, но и его трехмерное представление, где можно уточнить необходимые настройки размеров, высоту комнаты, расположение окна, которое мы выставили. Возможно, уже в этот момент вы захотите сохранить предварительный вариант своего проекта. Давайте это сделаем. Переходим в верхнее меню, нажимаем «Файл». Программа предлагает два варианта для сохранения проекта. Если мы хотим сохранить у себя на компьютере, то выбираем «Сохранить как», затем «Да», чтобы сохранить для автономного использования. Открывается окно управления файлами, и мы выбираем нужное место для хранения этого файла с проектом. При необходимости уточняем его имя и нажимаем на кнопку «Сохранить». На этом предлагаю завершить наш урок и напоминаю, что вы всегда можете обратиться к нам через чат. Это синяя кнопка в нижнем правом углу экрана сайта. Или написать нам письмо на электронную почту contact@taillook.com. Спасибо за ваше внимание. С вами был Владимир Микитин. Желаю вам успехов и новых идей для вашего дизайна. До скорой встречи на Taillook.